Друзья, привет! Когда я жила, училась во Франции, в Париже, у меня были разного рода подработки. И в какой-то момент я решила заниматься бэби-ситингом. У меня было 4 свободных вечера в неделю, я решила их посвятить работе. Бэби-ситинг во Франции очень популярен. Почти у всех детей до 10 лет точно есть бэби-ситер. Это как-то в культуре. И я зашла на сайт, на котором в основном люди ищут работу, Поле амплуа он называется, и стала искать. Вакансии были, в принципе, похожие, они немножко различались по оплате. Во Франции есть понятие СМИК, это минимальная оплата за час. Сейчас она, по-моему, в районе 8 евро, тогда было что-то в районе 7 евро. Примерно были колебания, плюс-минус евро. И они, конечно, различались по тому, где территориально семья жила. И я искала, и в какой-то момент нашла семью. Они жили в 16-м округе Парижа, самом престижном, но он был от меня далековато. В принципе, условия были нормальные. У них была минимальная оплата, но это было нормально для бэби-ситинга, потому что это неквалифицированный труд. И я съездила к ним на собеседование с мамой. Все прошло неплохо, и мы договорились, что 2 дня в неделю я буду к ним приезжать. В семье было 3 девочки. Все было очень хорошо. Мне оставалось заполнить еще 2 дня в неделю. Я продолжила поиски. И вот я листаю вакансии на Поле амплуа, и вдруг вижу одну, и мое сердце ёкает. Во-первых, по объективным причинам это была идеальная вакансия. Во-первых, семья жила в самом сердце Парижа, в 2 шагах от Лувра, буквально. Меня это очень впечатлило, да, мое воображение это очень подействовало. Во-вторых, у них была максимально возможная из оплат, то есть они как-то щедро относились к своим будущим бэбиситерам. Еще что-то было. И плюс еще субъективно, я не помню уже точно что, но вакансия была очень как-то приятно написана. Ну, все было на своем месте. Сердце мое, ну, правда, сладко защемило. Была одна небольшая проблема. Они искали человека на 4 дня. Искали бэбиситера для 2 мальчиков. Одному было 10 лет, другому 12. Это, кстати, тоже было большим плюсом, потому что одна из причин, почему я хотела именно бэбиситингом заниматься, это было работать над своим французским. А когда детям все-таки уже 10-12 лет, то у них лучше лексика, с ними легче болтать. Вот. Они искали человека на все 4 дня. А я уже была те 2 дня занята с той первой семьей. Ну, объективно, у меня шансов не было, я не подходила под важный критерий. Но так как мне эта вакансия, очень понравилась, она мне прям отозвалась, я решила все-таки рискнуть и отправила им свое резюме и мотивационное письмо. Чтобы меня потом не мучила совесть, делать все, что могу. Проходит буквально чуть-чуть времени, мне отвечает мама этих мальчиков, полная энтузиазма. Она прочитала мое резюме, мое мотивационное письмо, и она в полном восторге. И она зовет меня на собеседование прям вот максимально быстро. Я пришла. Действительно, у них квартира была в 2 шагах от Лувра. Дома была только она. Мы с ней замечательнейшим образом поговорили. Мне самой она очень понравилась, и все понравилось, и квартира понравилась, и место понравилось, и описание понравилось. И я видела, что я ей тоже очень понравилась. У нее горели глаза, она на меня смотрела тоже с большим энтузиазмом. Все, мы расстались. Я думаю, жалко, конечно, что все-таки под этот финальный критерий я не подхожу. А финальный критерий мы с ней еще не обсудили. И вот она мне пишет очень-очень быстро: Настя, вы нам так понравились, мне, потому что мне только она собеседовала. Давайте прям вот завтра уже начнем. И тут я ей пишу: к сожалению, у меня были какие-то перестановки, я могу только 2 дня в неделю. Она пишет: ой, жалко, ой. Я думаю, вот и все. Проходит еще буквально 1 день. И она мне пишет: Настя, мы думали, конечно, нам изначально хотелось, чтобы у нас был 1 человек. Понятно, что когда 1 человек закрывает все задачи, так проще, да, логистически. Мы хотели изначально, чтобы у нас был 1 человек, но вы нам так понравились, что мы решили: давайте, приходите к нам, когда можете, 2 дня в неделю, а на другие 2 дня мы найдем еще человека. То есть мы будем отталкиваться от вас. С одной стороны, это было немножко такое чудо, потому что, правда, объективно, конечно, я им не подходила. Конечно, было проще с 1 человеком все вопросы решать. Но субъективно я подумала, что меня это совершенно не удивляет, потому что, когда я их вакансию увидела первый раз, она мне отозвалась как нечто, очень-очень родное, очень такое мое, свое. Я начала работать, и было все очень здорово, с мальчиками отношения были у меня хорошие, но скорее нейтральные, но вот зато когда вечером приходила мама их, тут мы, конечно, минимум на полчаса всегда оставались просто болтать, и у нас были такие приятельские, дружеские отношения. Потом
1,5 года я с ними работала, и потом уже я сама вернулась в Москву, не смогла продолжить, и мальчики уже к этому времени подросли, и уже им не нужен был бэбиситер, и мой отъезд совпал вот с их решением уже бэбиситера, так сказать, не нанимать, и мы очень-очень тепло расстались, они там потом организовывали для меня какой-то прощальный ужин, когда я уезжала, и с тех пор мы постоянно на связи, мы обмениваемся новостями, переписываемся, пишем друг другу электронные письма. Каждый раз, когда я приезжаю в Париж, мы с ними видимся со всей семьей, и еще они меня приглашали даже к себе в загородный дом в Британии, то есть у нас отношения стали действительно дружескими, но научила меня эта ситуация небольшая тому, что вот твое от тебя не уйдет. Твое от тебя не уйдет. Даже если есть какие-то объективные препятствия, если кажется, что, допустим, не получится, нерационально, не целесообразно. Вот если есть это ощущение, что это твое, оно каким-то образом к тебе придет. Как-то все это выстроится. Вот такая небольшая история. Друзья, близится Новый год. В следующий раз мы увидимся уже в новом году, в следующем году. Желаю вам в новом году здоровья, конечно же, прежде всего, самореализации, отличного настроения и любви. До новых встреч, пока!